Всем сквида, с вами Evoclips, и это долгожданный обзор мода на Minecraft, под названием Space Dogs Adventure, в версии 0.3.2. В данный момент этот мод доступен для Java Edition 1.15.2 и Bedrock или Pocket Edition 1.16 и далее. И именно этот мод добавляет впервые контент по франшизе Белка и Стрелка, они же Space Dogs. Почти все вещи и блоки из этого мода представлены в отдельной вкладке инвентаря. Отдельное спасибо стоп-кадрам за это. Пока что все добавленные предметы из мода основаны только на сериалах по Белке и Стрелке и второго полнометражного фильма франшизы. Рассмотрим лунные блоки, которые были добавлены еще в первой версии мода. Это лунный грунт в качестве лунной поверхности и лунный камень, представленный в виде отвердевшей лунной основы. Если честно, для меня это, наверное, самые детализированные блоки из этого мода. Теперь перейдем к броне, а именно к скафандру. Думаю, мод никак не мог обойтись без предмета, символизирующего космонавтику. Этот скафандр выглядит прикольно, разве что текстура немного недоработана. Далее посмотрим немаловажную вещь — часы Вениамина. Те самые часы в качестве инструмента. Но в данный момент часы не обладают какими-то особенностями. Зато ими можно сражаться. Испытаем их силу на корове. Следующими строительными блоками являются блоки красного и белого советского бетона. Они лишь отсылают к эпохе СССР и очень хорошо годятся для антуража, декорации и стройки. Наличие всего двух вариаций намекает о распространенности этих двух цветов бетона в СССР. Начнем теперь с интересного, с мобов. Первым из них является собака-белка из любимой франшизы. Ее можно спокойно призвать на мирной сложности, но если вы ее атакуете в режиме выживания, то получите от нее в ответ. Конечно, по текстуре даже не скажешь, что это она, но таков наш пиксельный Майнкрафт. И также именно у белки пока что отсутствует какая-либо озвучка, но в будущем это поправит. При дропе из нее выпадает кость, что максимально символизирует собаку. Теперь пришло время бублика. Нет ни щенка, а кондитерского изделия советских времен. Тут особо сказать нечего. Еда как еда. Отличный перекус. То же самое можно и сказать про кашу. Такая же пища, но только сытнее и насыщенней. Стрелка моб. Теперь уж в отличие от белки, Стрелка обладает полноценной озвучкой из второго полнометражного фильма по Белке и Стрелке, где ее озвучивала Марьяна Спивак. Если говорить про текстуру, то даже такая деталь, как ее медальон, имеет свое место. Но все так же не сильно Стрелка похожа сама на себя в рамках Майнкрафта. Из нее также выпадает кость. Еще один строительный блок — советский асфальт, который сгодится как строительный и декоративный блок, как и бетон. Вполне оптимально смотрится. Идут последние блоки из мода. Это как раз таки блоки лунной станции, из сериала «Белка и Стрелка. Тайны космоса». Среди них присутствует стена, колонны и стекло лунной станции. На данный момент еще отсутствуют плита и ступеньки. Это, наверное, самые гармонично выглядящие шикарные блоки из этого мода. Особенно это стекло. Также не обошлось без добавления новой руды и инструментов. Такой стала серебряная руда, которая, может быть, и встречалась мимоходом во второй полнометражке, но нельзя точно сказать, что она соответствует канону вселенной Белки и Стрелки.
Серебряную руду можно найти только на Луне в лунном биоме. Ее можно спокойно переплавить в серебряный слиток и сделать весь набор инструментов: топор, кирку, лопату, мотыгу и меч. Серебряные вещи считаются чем-то средним между алмазными и железными. Также имеется серебряная броня, которая тоже неплоха. Да ну нафиг! Что-то уж понесло проходить Майнкрафт. Пришло время перейти к самому интересному. Данный мод добавляет новые лунные измерения, в соответствии канону вселенной Белки и Стрелки. Для создания портала необходимо построить стандартную портальную рамку и открыть с помощью специального игнайтера, который пока что никак не получить без креатива. И входим. Луна здесь как раз состоит из лунных блоков и серебряной руды. Повсюду видны новые структуры, генерируемые только в лунном биоме, лунные скалы, которые состоят из лунного камня. Более пока что ничего не привносит это измерение в Майнкрафт, но здесь вполне можно найти что-то интересное. К примеру, спавнер. Есть еще предмет, именуемый фамильная ваза Белки, хоть этот блок или предмет соответствует канону. Но он пока что не имеет никакого функционала и багованный. Создатели еще не доработали текстуру. Поэтому перейдем наконец-то к заключительной части обзора. Предметы, которые я намеренно пропустил и которые обладают интересными уникальными текстурами, являются новые музыкальные пластинки. Каждая из них – это одна из композиций оригинального саундтрека второго фильма о Белке и Стрелке, написанных Иваном Урюпиным. Сейчас их всего 4, позже будут добавляться новые. Именно эти пластинки позволяют обернуть Майнкрафт той самой сокровенной атмосферой. Давайте немного послушаем их.
Назад домой. Неожиданный экипаж. СССР на Луне. Итак, это был обзор мода Space Dogs Adventure версии 0.3.2. Мы посмотрели блоки Луны, лунной станции и серебряные вещи, которые добавляет этот мод. Также увидели легендарных белку и стрелку в Майнкрафте, а также другие прелести мода. С вами был или были Ивоклипс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте в колокольчик и делитесь с друзьями этим видео. Если хотите и дальше увидеть новые обзоры на другие продукты Space Dogs и новые версии этого мода. А белка уходит.